воды есть правило. Она течет вниз. Всегда вниз. Она прозрачная. Она холодная или теплая. Она испаряется, поднимается в облака и возвращается дождем. Она не должна превращать птиц в белые каменные статуи, застывшие в позах полета. Она не должна убивать почти 1800 человек за одну ночь, пока те спят в своих постелях невидимо и бесшумно. Она не должна быть розовой. Но 5 озер на этой планете об этих правилах не слышали. 5 водоемов, 5 нарушений, у каждого свое. Мы разберем их по порядку, от обманчиво красивого к почти невозможному. От воды, которая выглядит как пейзаж с другой планеты, к озеру, которое однажды убило почти 1800 человек за одну ночь. Северная Танзания. Рифтовая долина Восточной Африки. Если подлетать к озеру Натрон на вертолете, первая мысль – пожар или кровь. Вода красно-коричневого цвета, местами бордовая, местами оранжевая, как раскаленный металл, который вот-вот потечет. На вид красиво, почти абстрактная живопись. На ощупь это почти гарантированная смерть для большинства живых существ. pH воды достигает 12. Давайте разберем, что это значит. Шкала pH идет от 0 до 14. Нейтральная вода ровно посередине, pH 7. Лимонный сок, кислота, pH 2. Нашатырный спирт, pH 11-12. Промышленный отбеливатель, pH 12-13. Озеро Натрон примерно там же, где отбеливатель. При этом температура у поверхности достигает 60 градусов Цельсия. Это не горячая ванна. 60 градусов – это температура, при которой денатурирует белок. Буквально варится. Главный химический компонент воды – натрон. Природная смесь карбоната натрия с бикарбонатом натрия. Это вещество известно человечеству тысячи лет. Именно им древнеегипетские жрецы мумифицировали тела фараонов. Технология была такая. Тело засыпали натроном на 70 дней. Он вытягивал влагу, останавливал разложение, консервировал ткани. Озеро работает по тому же принципу, только постоянно, круглый год. Дно покрыто толстым слоем осадочного натрона. В сухой сезон, когда уровень воды падает, он выходит на поверхность. Белые и оранжевые корки, которые трескаются под весом человека, как тонкий лед. Именно из этих отложений при контакте с телами животных начинается кристаллизация. Корка нарастает снаружи, как природный саркофаг. Откуда красный цвет? Вся эта агрессивная среда оказывается пригодной ровно для одной категории жизни – цианобактерий. Это древнейшие организмы на Земле. Они появились примерно 2,7 миллиарда лет назад, задолго до того, как в атмосфере появился кислород. Более того, именно они этот кислород и создали. Миллиард лет фотосинтеза, и атмосфера планеты изменилась навсегда. Кислород, которым вы сейчас дышите, их работа. Сегодня потомки этих же организмов живут в озере Натрон. Миллиарды клеток на квадратный сантиметр воды. Именно они окрашивают поверхность в красный. Теперь фотографии, которые вы наверняка видели. В 2013 году фотограф Ник Бранд опубликовал серию, которая за несколько дней разошлась по всему миру. На снимках птицы и летучие мыши, застывшие в позах полета. Орел с расправленными крыльями. Ласточка на ветке. Голубь, словно только что приземлился. Все белые, покрытые кристаллами. Идеально сохранившиеся, как мраморные скульптуры. Реальные мертвые животные, покрытые коркой карбоната натрия, это правда. Но важный нюанс, который сам Бранд неоднократно уточнял, он перемещал тела для съемки. Находил мертвых птиц и летучих мышей на берегу и расставлял их в нужные позы для кадра. Это не обман. Он никогда не утверждал, что нашел их именно так. Это значит, что реальность еще интереснее, чем выглядит на фотографиях. Потому что большинство животных гибнут не в воде, а над ней. В безветренные ясные дни гладкая поверхность натрона создает идеальный зеркальный эффект. Вода отражает небо так точно, что граница между водой и воздухом исчезает. Снизу виден тот же горизонт, те же облака, тот же синий цвет. Мигрирующие птицы, которые никогда не летали над этим регионом, теряют пространственную ориентацию. Видят небо и вверху, и внизу, и врезаются в поверхность на полной скорости. Удар, вода, щелочь. Тело остается на берегу, и натрон начинает работу. Теперь главный парадокс этого места. Несмотря на все сказанное, каждый год к озеру Натрон прилетают 2,5 миллиона малых фламинго, 75% всей мировой популяции этого вида.
Здесь единственное регулярное место гнездования для малых фламинго в Восточной Африке. Зачем? Именно потому, что озеро убивает почти все остальное. Хищники, гиены, шакалы, леопарды, крупные орлы не могут подойти к гнездам. Щелочь разъедает незащищенную кожу лап. Жара не дает долго стоять у воды. Гнезда расположены прямо на засоленных мелководных островках посреди озера. Физически неприступная крепость, построенная из яда. Фламинго для этого адаптированы. Кожа на ногах огрубела до состояния кожаной брони. Специальные железы в голове фильтруют соль, которую птицы заглатывают с водой. Они могут кормиться прямо в озере, поедая те самые цианобактерии, что красят воду в красный. Пигменты этих бактерий накапливаются в организме фламинго и делают их розовыми. Озеро буквально красит тех, кто в нем живет, но у этой безопасности есть цена. По мере того, как птенцы начинают ходить по берегам, натрон оседает на их ногах. Кристаллы нарастают слой за слоем. Образуются твердые кольца карбоната натрия, тяжелые, как каменные браслеты. Исследователи фиксировали птенцов с кольцами размером с теннисный мяч. Ноги практически обездвижены. Птица не может нормально идти, не может добраться до воды, не может кормиться. Она медленно ослабевает. Волонтеры работали в условиях жары и щелочи, в защитных перчатках. Аккуратно разбивали кольца и выпускали птиц. За один сезон спасали сотни птенцов. Натрон одновременно создает жизнь и угрожает ей. Для большинства существ смертельная ловушка. Для 75% мировых фламинго единственный дом на планете, где они могут безопасно размножаться. Такое бывает, когда вода нарушает правила химии. Западная Австралия, южное побережье, архипелаг Решиш, группа маленьких островов в Индийском океане. Остров Мидл, самый крупный в группе. С самолета он выглядит как иллюстрация к детской книге. Темно-зеленая полоса эвкалиптового леса, потом белый гребень дюн. И прямо у берега, будто кто-то поставил розовый фильтр на отдельный фрагмент пейзажа. Озеро Хиллер, 600 метров в длину, 250 в ширину. Не розоватое при закате, не с оттенком при определенном освещении. Именно розовое, насыщенный, постоянный, устойчивый цвет. Как малиновый сорбет, как жевательная резинка. Его впервые описал британский мореплаватель Мэтью Флиндерс в 1802 году. Он вел картографическую экспедицию вдоль южного берега Австралии, остановился у архипелага, увидел озеро и записал в бортовом дневнике лаконично: очень приятный розовый цвет. Название озера получило в честь Уильяма Хиллера, хирурга на корабле Флиндерса. Хиллер умер от болезни вскоре после того, как экспедиция побывала на острове. Озеро стало его надгробием. В начале 20 века здесь вели промышленную добычу соли. Рабочие заходили прямо в воду. Одежда розовела, кожа нет. Вода химически нейтральна, не агрессивна. В отличие от натрона, в Хиллере можно купаться без вреда для здоровья. Добыча соли прекратилась в 1950-х. Оказалась нерентабельной по сравнению с материковыми месторождениями. С тех пор к озеру не прикасаются. Так что создает этот цвет? Долгое время главным подозреваемым считалась микроводоросль Dunaliella salina. Она живет в условиях экстремальной солености. Хиллер примерно в 10 раз солонее моря. При такой концентрации соли большинство организмов погибает. Dunaliella выживает и включает защитный механизм. Начинает производить бета-каротин. Тот самый пигмент, что делает морковь оранжевой. Тот же пигмент, что накапливается у фламинго и дает им розовый цвет. Второй подозреваемый – бактерия Salinibacter ruber. Название буквально переводится как «красная галофильная бактерия». Она производит собственные пигменты из красного диапазона. Казалось, механизм понятен. Но в 2015 году проект Extreme Microbiome Project провел полное генетическое секвенирование воды из озера Хиллер. Ученые извлекли ДНК из воды и идентифицировали все организмы, которые там живут. Результат оказался неожиданным. Там живет не два вида, а целый микробный консорциум – бактерии. Археи – особый домен жизни, отдельный от бактерий и эукариот. Грибы – несколько видов водорослей. Каждый вносит свой пигментный вклад. И точное соотношение видов, которое дает именно этот оттенок, до сих пор не воспроизведено в лаборатории. 220 лет после открытия точный рецепт розового неизвестен. Один из самых неожиданных фактов. Если зачерпнуть воду из Хиллера и перелить в прозрачную бутылку, она останется розовой, не побледнеет, не изменится при контакте с воздухом и светом.
потому что цвет дает не химическое вещество, которое растворено в воде. Цвет дают сами живые клетки, взвешенные в воде изнутри. В бутылке у вас будет живая экосистема. Другие розовые озера Австралии, их несколько, постепенно теряют цвет. Пинк Лейк рядом с городом Эсперанс был розовым и популярным у туристов. Сейчас он почти белый. Соленость упала из-за изменений в подземных водах, экстремофилы не выжили, цвет ушел. С Хиллером происходит то же, только медленнее. Аномально высокие осадки в последние годы разбавляют воду. Пигмент теряет насыщенность. Озеро, которое простояло неизменным 220 лет, начинает бледнеть из-за климатического сдвига. Пока оно еще розовое, это единственный постоянно розовый крупный водоем в мире. И даже ученые не знают точно, почему именно так. Карибское море. Малые Антильские острова. Доминика – небольшой остров площадью около 750 квадратных километров, почти полностью покрытый непроходимым тропическим лесом. Здесь нет крупных курортов, нет казино, нет многоэтажных отелей. Зато здесь 9 активных вулканических зон. Больше, чем у большинства отдельных государств планеты. В центре острова, в кальдере вулкана, объект с прямым и исчерпывающим названием – Кипящее озеро. Второй по величине постоянно кипящий водоем на Земле. Первый – Frying Pan Lake в Новой Зеландии. Сковорода. Диаметр кипящего озера – 60-75 метров. Температура у краев – от 82 до 92 градусов Цельсия. В центре – непрерывное бурление. Температуру там не измеряли никогда, приблизиться на лодке невозможно. Пар опрокидывает. Металл приборов нагревается мгновенно. Это не гейзер, не горячий источник в привычном смысле. Это затопленная фумарола, трещина в земной коре, через которую под давлением поднимаются вулканические газы и перегретый пар. Механизм работает так. Под дном острова зона магматической активности. Магма нагревает подземные воды и выделяет газы. Главное из них – углекислый газ и сероводород. Они поднимаются по трещинам в скале в виде пузырей. Эти пузыри несут воду вверх, создавая постоянную циркуляцию. И именно давление пузырей снизу удерживает уровень воды в чаше, как поршень. Пока газ идет, вода есть. Когда трещины закупориваются, давление падает, вода уходит вниз через те же трещины. Это происходило регулярно за всю задокументированную историю. В декабре 2004 уровень воды начал резко падать. К марту 2005 озеро потеряло 10 метров глубины. На дне кратера пузырящаяся грязь, желтые отложения серы, ядовитые газы. Туристические маршруты закрыли немедленно. СО2 и сероводород скапливались в котловине. Спускаться туда даже в маске было смертельно опасно. В апреле 2005-го трещины открылись снова. Газ пошел, вода поднялась. За один день озеро восстановило уровень – 10 метров воды за один день. Именно поэтому ученые называют кипящее озеро живой системой. Оно не просто кипит, оно дышит. Вдох – озеро полное, выдох – озеро пустое. Расписание определяет магма. В 1901 году во время аналогичного дренажа 2 туристов погибли. Они спустились в кратер, чтобы посмотреть на опустевшую чашу. Оказались в кармане скопившегося СО2, тяжелее воздуха, собравшегося на дне. Без предупреждения, без видимой опасности. Сегодня это популярный туристический маршрут. Подъем занимает около 6 часов в каждую сторону, через густые джунгли. По дороге проходят через долину запустения, гидротермальную зону, где земля горячая буквально под ногами. Из трещин в скалах валит пар. Воздух пахнет серой, иногда слабо, иногда резко, как в химической лаборатории. Земля дышит, а потом выходишь на край кратера, и внизу кипит озеро. Пар поднимается плотными клубами, вода бурлит. Гул слышен метров с 50. Ничего похожего на Земле больше нет в 2 шагах от пляжного Карибского острова. Национальный парк Йеллоустон, штат Вайоминг, США. Горячий источник Morning Glory Pool назван в честь цветка ипомеи, синего вьюнка. Форма чаши напоминала форму этого цветка, и цвет совпадал. В 1880-х, когда его впервые описали натуралисты и туристы, он был ультрамаринового синего, глубокого, насыщенного, почти неестественного, такого, что первые посетители писали в письмах, как будто небо упало под землю. Откуда этот цвет? Горячая, абсолютно чистая вода поглощает почти весь видимый спектр. Красный, зеленый, желтый. Синяя длина волны поглощается хуже всего и отражается обратно.
Чем горячая и чище вода, тем насыщеннее синий. Температура источников 1880-х около 87 градусов Цельсия. При такой температуре в воде практически не живут микроорганизмы. Стерильная, прозрачная до самого дна. Синяя. Важный контекст, который многие не знают. Именно в Йеллоустоне в 1966 году была открыта бактерия Thermus aquaticus. Ученый Томас Брок нашел ее в термальных источниках парка при температуре 70-80 градусов. Из нее выделили фермент Так-полимераза. Этот фермент стал основой метода ПЦР – полимеразной цепной реакции. ПЦР используется в каждой медицинской лаборатории мира. Диагностика инфекций, анализ ДНК, судебная экспертиза, тесты на ковид. Все это стало возможным благодаря бактерии из горячих источников Йеллоустона. Еще в конце 19 века люди начали бросать в Morning Glory монеты. Традиция, как фонтан Треви. На удачу, на желание. Постепенно монеты стали не единственным вкладом. Смотрители парка фиксировали камни, носки, шапки, полотенца, пивные бутылки, консервные банки, куски бревен. В 1950 году парковая служба провела масштабную чистку. Откачали воду до дна, вынули содержимое. Результат – 6574 монеты, суммарно на несколько десятков долларов. 76 носовых платков, аккуратно сложены, как будто их кто-то специально укладывал. Носки, банные полотенца, трубы, стеклянные банки. Более 100 крупных объектов плюс тысячи монет. Все это медленно закупоривало гидротермальный канал, трещину в скале, по которой горячая вода поднимается снизу. Поток снизился, температура упала. Сегодня средняя температура Morning Glory 70,7 градуса Цельсия, на 16-17 градусов ниже исторического значения. Именно эта разница изменила источник. При 87 градусах почти никакой жизни. Вода синяя. При 70 градусах граница сместилась. Появилось пространство. Желтые и оранжевые бактерии археи заселили периметр. Там 50-65 градусов. Зеленые цианобактерии появились у самого края, там ниже 50. В центре, где еще горячо, синий сохранился. Каждое кольцо – это полоса определенной температуры. Живая температурная карта. Оранжевая снаружи, желтая чуть ближе, зеленая у кромки, синяя в центре. Источник стал выглядеть как радуга, брошенная в воду. Большинство туристов, приезжающих сегодня, думают, это его природный облик. Им нравится. Они фотографируют, постят в соцсетях и снова бросают монеты. Оригинальный чистый ультрамариновый синий, который видели в 1880-х, не вернется. Даже если убрать все до последней монеты прямо сейчас. Бактерии уже здесь. Система перестроилась. Температурный баланс изменен. Источник стал красивее именно потому, что мы его сломали. Туристы хотели удачи. Получили радужный источник ценой оригинала. 21 августа 1986 года. Северо-западный Камерун. 9:30 вечера по местному времени. Деревня Ниос стоит у небольшого озера, 1,5 километра в диаметре. Кратерный водоем в горах на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Тихое место. Местные рыбачили здесь. Дети купались у берега. Ничего примечательного. Никакой особой истории. В тот вечер несколько жителей деревни услышали глухой хлопок со стороны воды. Один из них, Джозеф Энкви, вышел посмотреть. Почувствовал запах серы. Что-то изменилось в воздухе. И потерял сознание. Очнулся следующим утром. Рядом лежали его жена, его дети, его соседи. Без следов насилия. Без ожогов и видимых повреждений. Просто мертвые. Джозеф Энкви оказался одним из 4 человек, выживших непосредственно в деревне Ниос. Всего за ту ночь погибли 1746 человек в радиусе 25 километров от озера. Еще 3500 голов скота. Коровы, козы, лошади, птица. Когда первые спасатели добрались до деревень на следующий день, они увидели то, чему не было слов. Тела лежали там, где люди упали. В кроватях, на дорогах, на порогах домов. Никакого разрушения, никаких следов паники, никакого огня. Люди просто перестали двигаться мгновенно. Выражение лиц у многих спокойные. Что произошло? Начнем с геологии. Под дном озера Ниос находится зона вулканической активности. Магма в глубине постоянно выделяет углекислый газ – СО2. Этот газ просачивается через дно озера в воду. Вода на большой глубине холодная и плотная. Она давит на нижние слои своим весом.
Это давление удерживает растворенный газ. Точно так же работает закрытая бутылка газировки. Вода насыщена СО2 под давлением. Открываете крышку, давление падает, газ выходит. Год за годом СО2 накапливался в глубинных слоях НИОСа. Концентрация росла. В ночь на 21 августа что-то нарушило равновесие. Предположительно, небольшой оползень в береговом склоне. Возможно, незначительный подземный толчок. Этого оказалось достаточно. Насыщенный нижний слой воды двинулся вверх. Давление снизилось. СО2 начал выделяться, как пузыри при открытой бутылке. И это запустило цепную реакцию. Пузыри поднимали все больше насыщенной воды. Та выделяла еще больше газа. За несколько минут озеро выбросило от 100 тысяч до 300 тысяч тонн углекислого газа. Волна воды высотой 25 метров выплеснулась на берег. А потом невидимая. Углекислый газ тяжелее воздуха в 1,5 раза. Он не поднялся вверх, как дым пожара. Он потек вниз по склонам, как невидимая жидкость. Огибал холмы. Заполнял долины. Стекал туда, где стояли деревни. Расчетная скорость облака до 60 км в час. Оно накрыло деревни в радиусе 25 км меньше, чем за полчаса. Углекислый газ не имеет цвета. При таких концентрациях почти без запаха. Человек в облаке теряет сознание в течение нескольких секунд. Он просто выключается. Без боли и без предупреждения. Выжившие, которых нашли в отдаленных деревнях, лежали без сознания по 6-36 часов. Когда приходили в себя, не понимали, что произошло. Видели мертвых вокруг, не слышали взрыва, не видели огня. Это называется лимнический взрыв. Один из редчайших типов природных катастроф. Не дает никаких предупреждающих сигналов, ни сейсмических, ни тепловых, ни визуальных. Тихое озеро, тихая ночь и все. За 2 года до НИОСа, в 1984-м, соседнее озеро Манун в Камеруне пережило аналогичный взрыв. Погибли 37 человек. Это было первое задокументированное событие подобного рода в истории. Ученые опубликовали статьи. Мир почти не заметил. После НИОСа наука отреагировала серьезно. Первую дегазационную трубу установили в озере в 2001 году. Принцип прост. Труба уходит вглубь, где вода насыщена СО2. Поднимают воду по трубе, давление падает, газ выходит пузырями на поверхности. Фонтан. И, что важно, процесс самоподдерживающийся, начавшись, не требует электричества и внешнего питания. Фонтан работает, пока в воде есть газ. В 2011 добавили еще 2 трубы. В 2019 ученые зафиксировали. Система достигла равновесия. Одна труба поддерживает безопасный уровень СО2 неопределенно долго. НИОС обезврежен. Но на границе Демократической Республики Конго и Руанды находится озеро Киву. Оно в 1700 раз крупнее НИОСа. В нем растворено 72 кубических мили углекислого газа и 14 кубических миль метана. На его берегах живут 2 миллиона человек. С 2010 года из Киву добывают метан для выработки электроэнергии в Руанде. Это одновременно медленно дегазирует озеро, снижает концентрацию газа. Ученые говорят, риск лимнического взрыва Киву низкий, структура воды стабильна. Низкий – это не нулевой. 2 миллиона человек. Рядом с озером, которое физически способно на то же самое, что произошло в НИОСе в августе 1986 года. 5 озер. 5 нарушений обычной природной логики. Одно красит воду кровью и кормит 75% мировых фламинго. Одно остается розовым уже 220 лет, и точный механизм до сих пор не воспроизведен в лаборатории. Одно дважды на памяти живых людей опустошалось до дна и наполнялось заново за 1 день. Одно мы уничтожили монетами и сделали красивее, сами того не заметив. И одно убило почти 1800 человек невидимо, пока те спали за одну тихую августовскую ночь. Вода не нарушает правила. Это мы неправильно их понимаем. Кстати, а вы знали, что под Великим Сфинксом в Египте ученые обнаружили пустоту, но уже 30 с лишним лет ее так и не исследовали? Если нет, смотрите это видео.